Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как выучить новый язык в любом возрасте? Помогут разобраться в этом вопросе авторы книги «Иностранный для взрослых» Роджер Кресс, заместитель декана в университете Мемфиса, и Ричард Робертс, работник посольства США, освоивший немецкий, португальский и японский языки в Институте дипломатической службы при Госдепартаменте США. В книге много рекомендаций по освоению иностранных языков. Я выбрал 10, на мой взгляд, самых полезных. Итак, рекомендация первая. Есть знаменитый лайфхак для изучения иностранных языков. Наклеить стикеры на предметы с соответствующими названиями на изучаемом языке. Вместо этого авторы рекомендуют взять за привычку при использовании предметов вспоминать их названия. Вспомнили? Придумайте предложение с этим словом. Не вспомнили? Посмотрите в словаре. Рекомендация вторая. Помните о необходимости ставить перед собой цели на обучение. Лучше ставить реалистичные, краткосрочные цели, которые будут продвигать вас к вашей долгосрочной цели. Чувство успеха от полученных промежуточных результатов обеспечит вас мотивацией. Расскажите о вашей цели знакомым, чтобы они могли спрашивать у вас, как продвигается ваше освоение языка. А еще лучше, если ваша цель будет не только ваша, но и вашего товарища. Найдите человека, кому будет интересно выучить язык так же, как и вам. Возьмите за привычку двигаться по направлению к вашей цели каждый день в одно и то же время. Рекомендация третья. Если человек хочет научиться играть в теннис, то максимальную пользу ему принесет партнер, который играет чуть лучше него. Этот принцип известен давно. Одним из первых его обнаружил и назвал зоной ближайшего развития русский психолог Лев Выгодский. Попробуйте найти свою зону ближайшего развития в изучении иностранного языка. Найдите границу, на которой выполняемые вами действия будут сложными, но посильными именно вам. Рекомендация номер 4. Если вы говорите на иностранном языке не быстро, и вам требуется некоторое время, чтобы перевести и понять фразу визави, выучите фразы, которые дадут вам это время. Например, в английском языке это могут быть сочетания «let me see», «дайте подумать», «hold on», «подождите» или «just a moment», «минутку». Подобные фразы помогут вам не только взять некоторую паузу, но и чувствовать себя в разговоре на иностранном более уверенно. Пятая рекомендация касается акцента. Многие англоговорящие люди не замечают, как произносят некоторые звуки по-разному, например, звук «пи» в словах «pin» и «spoon». Чтобы осознать, что в слове «pin» «пи» произносится с придыханием, носителям английского языка нужно поднести руку к рту. В слове «spoon» «пи» произносится без придыхания «spoon». Если вы хотите уменьшить или изменить акцент, авторы книги рекомендуют воспользоваться услугами иностранного логопеда. С появлением интернета это можно сделать и дистанционно. Шестая рекомендация – словарный запас. Если вы хотите общаться на английском на уровне носителя с высшим образованием, ваш словарный запас должен составлять порядка 17 тысяч слов. Но авторы уверяют, что это едва ли пригодится в повседневном или даже профессиональном общении. И даже предлагают вспомнить частоту упоминания известных вам слов. Например, микроорганизм. Слово известное, но если оно не связано с вашей работой, то вполне вероятно, что последний раз вы упоминали его на уроке биологии. Для повседневного общения достаточно освоить около 1200 слов, входящих в так называемый базовый английский. Авторы рекомендуют остановиться на нескольких сотнях, одновременно добавляя устойчивые выражения. Ведь важно не только уметь сказать, что торт вкусный, но и что он тает во рту. Плюс ко всему, если вы знаете устойчивые выражения, то не рискуете оказаться в неловкой ситуации, переводя каждую часть дословно. Английское «let the cat out of the bag» дословно «выпустить кота из сумки» никак не связано ни с котом, ни с сумкой. Это выражение означает «выбалтывание секрета». Седьмая рекомендация. Вместо упражнений на заучивание текстов и диалогов уделите больше внимания грамматическим конструкциям, идиоматическим выражениям и их значению. Авторы уверяют, что пересказ намного продуктивнее заучивания текста наизусть. Осознавать значение и уметь его переформулировать – навык более существенный для настоящей живой коммуникации. Пока вы не овладели уровнем свободного общения, в качестве рекомендации номер 8 авторы советуют минимизировать отвлекающие факторы во время занятий. В этот момент лучше не отвлекаться ни на звонки, ни на мессенджеры, ни на компьютер, а сосредоточиться на освоении языка. Рекомендация номер 9. При изучении новых слов задайте несколько вопросов об этом слове. Причем авторы рекомендуют не общие вопросы из серии «это слово напечатано заглавными буквами» или «это слово рифмуется со словом «вес», а вопросы типа «это вид рыбы? Вы могли встретить это на улице?» Максимально продуктивными авторы называют вопросы с эффектом самореференции. Например, «это слово описывает вас?» И, наконец, 10-я рекомендация. Когда вы меняли номер телефона, наверняка, когда у вас его спрашивали, в памяти всплывал старый.
Прошел год, и наверняка вспомнить актуальный будет значительно проще, чем тот, старый номер. Этот эффект подробно описывается в книге, в видео обратим внимание только на рекомендацию. Чтобы иностранный запоминался и не забывался, если вы изучаете существительные и достигли предела запоминания, переключитесь на прилагательные. После прилагательных переключитесь на глаголы, потом наречия и так далее. Важно не придерживаться определенной последовательности в переключении, важно само переключение. Отложите изучение слов, переключитесь на грамматику, аудирование, письмо и так далее. Вместо того, чтобы беспрерывно уделить полчаса словам и полчаса грамматике, меняйте тип задания каждые 10-15 минут. Мне было сложно выбрать из всех рекомендаций книги 10, поскольку в книге их больше, и все они достаточно интересные с точки зрения пользы. Прочитайте «Иностранный для взрослых. Как выучить новый язык в любом возрасте» и убедитесь в этом сами. Получить скидку на ее покупку вы можете, пройдя по ссылке, указанной в первом комментарии к видео. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Буду рад вашей обратной связи в комментариях. Какие языки вы учили, какие удалось освоить, какими рекомендациями можете поделиться вы. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. И до новых обзоров!